Добрый день, с вами Инна, компания Мой Мерсин. Мы с вами сегодня находимся в районе Каргопы-Нары. Будем смотреть с вами очень большую, просторную квартиру 3+1 на третьем этаже 12-этажного здания. Комплекс находится в самом люксовом комплексе. Здесь вы будете проживать как в 5-звездочном отеле, и вся инфраструктура, кроме бесплатного питания, конечно же, в этом комплексе имеется. Своя пекарня, свои рестораны, многочисленное количество бассейнов, аквапарков и, конечно же, очень красивая большая территория со своей парковой зоной, где вы можете гулять часами, и она не закончится. Скорее всего, вы устанете, чем закончится его территория, до того она большая. Комплекс находится на первой линии моря, и давайте теперь посмотрим ее. Кстати, наша квартира подходит под ВНЖ и под гражданство. А теперь поехали. Так, мы с вами зашли в квартиру. Перед нами открывается огромное светлое пространство. Такое просторная гостиная, совмещенная с кухней. Но мы с вами вернемся чуть позже сюда. Давайте начнем просмотр отсюда, чтобы вы не запутались. С прихожей, так скажем, мы с вами переходим в коридор, и первое, что здесь мы видим, это вот такой шкаф-вестие, где можно будет хранить верхнюю одежду, обувь, и даже есть выдвижные ящички. Проходим далее. Первое помещение — это у нас общий санузел, и обратите внимание, прелесть, конечно, таких домов с возрастом, это, конечно же, их квадратура, и вот этот санузел тому подтверждение. Шкафчик, мойка, под мойкой шкафчик, еще один шкафчик, с этой стороны у нас душевая зона, инсталляция, и еще есть много пространства, где развернуться, или же можно будет сюда еще что-то там при желании поставить, то есть квадратура позволяет. Переходим с вами далее по коридору. Мы с вами видим встроенную нишу. Здесь у нас прячется стиральная машинка вот такая. И сверху уже тоже шкафчик до потолка у нас получается для моющих средств или же для хранения постельного или полотенца. Далее первая спальня. Это у нас родительская спальня со своим родительским санузлом. Для начала хочу показать вам эту спальню. Посмотрите. Во-первых, имеется очень хорошее окно с видом на территорию, не на территорию, а на зону парковки комплекса и на речку. Помимо этого, в спальне, как мы с вами видим, хозяева поставили две тумбочки, большая кровать, очень глубокий шкаф, туалетный столик. И, в принципе, я не скажу, что здесь некомфортно перемещаться. И в родительской спальне также у нас имеется свой родительский санузел. И давайте ее тоже посмотрим. Квадратура этого санузла, хочу сказать, что она примерно как квадратура в новостройках. Это родительский санузел. Вот такая, ну, не маленькая, я не скажу, что она супер просторная, но нормальная, стандартная душевая зона, мойка, шкафчик под мойкой. Кстати, обратите внимание, что здесь мойка довольно-таки глубокая. И инсталляция. Все необходимое, все есть. Кстати, по всей квартире на полу у нас плитка. Следующая спальня, это уже вторая комната у нас. Тоже подразумевается как детская комната. Кстати, в той спальне у нас остается только шкаф, кровать, вернее, кровать хозяин забирает. Во всех спальнях хозяин забирает кровать, остаются шкафы. Здесь с этой стороны встроенный шкаф довольно большой. Далее, как вы видите, также тумбочка, еще большая кровать. Здесь стол такой стоит, можно тумбочку поставить, и еще есть место, где передвигаться и ноги себе не отбивать. С этой спальни у нас имеется выход на технический балкон. Он у нас застекленный, то есть имеется джам-остекление. За балконом тот же вид, что и с родительской спальни, на речку, на парковку. И мне нравится, что несмотря на то, что он технический балкон, тем не менее здесь все чистенько, аккуратненько плиткой выложили. Далее балконные двери, двойной стеклопакет.
Видно, что они не новые, современные, а качественные, хорошие, такие тяжелые. И на всех окнах у нас стоят вот такие вот москитные сеточки. Пойдемте дальше. Мы с вами перешли уже в третью спальню. И сразу при входе обратите внимание на этот холодильник. Я думаю, хозяин его заберет, но первый раз вижу такой интересный холодильник. Итак, мы с вами зашли в спальню. Это третья комната, детская. Здесь она уже поменьше, чем предыдущие комнаты. Тем не менее, имеется небольшое окно с москитной сеткой. Кровать стоит. С этой стороны шкаф хозяева поставили. Ну, она поменьше, чем те спальни, но тем не менее, посмотрите, и кровать, и две тумбочки, и шкаф поместилось. Еще есть, допустим, вот сюда место, где можно будет поставить рабочий стол, если у вас дети. Также на полу плитка. Возвращаемся в коридор, и теперь мы с вами перейдем на кухню, совмещенная с гостиной. Итак, зона кухни. Сразу хочу обратить ваше внимание на этот простор. Посмотрите, как здесь просторно. Она реально большая, просторная. Любая хозяйка, я думаю, оценит эту квадратуру. Этот островок подвижный, то есть при желании вы можете ее сделать ближе, дальше, влево, вправо, как вам удобно. Она мобильная. Ну, раз мы уже начали с островка, давайте продолжим. Каменная столешница. С этой стороны у нас имеются 3 шкафчика для хранения посуды, крупной посуды можно. И с этой стороны вот такая вот выемка для ног. То есть здесь тоже можно будет сидеть и пить кофе, допустим, и общаться с домочадцами, пока вам готовят. Кухонный гарнитур Г-образной формы. Тоже каменная столешница черного цвета, фартук черного цвета, здесь есть подсветочка. Сверху у нас шкафчики, вот такие вот, и сверху тоже открывается. Хочу сказать, что внутренний, основной корпус кухонного гарнитура, он в принципе в хорошем состоянии, нигде ничего нету. Единственное, что я вижу, фасады тоже не разбухли, но здесь лак отколупливается, и это видно. И все, больше никаких проблем я здесь не вижу. Все ровненько, все аккуратненько, все чистенько. Далее на кухне хозяин забирает только посудомоечную машину, холодильник, и вот эта тройка остается. С этой стороны мы с вами не обратили на нее внимания. Это рабочая зона тоже для готовки. Здесь выдвижные ящички, я думаю, они тоже с доводчиками. Открывать не будем. Переходим с вами в зону гостиной. И сразу обратите внимание на эту стену. Это хозяин сам здесь все нарисовал. Вообще хозяева этой квартиры, они довольно творческие люди. И вы чуть далее еще увидите, поймете почему. Вот так вот красиво, необычно они сами разрисовали эту стену основную. Далее, я думаю, на камере вам видно будет здесь, только начиная с островка и вот до этого балкона, до этих дверей, я думаю, примерно квадратов 30 минимум точно есть. Она реально квадратная, широкая и просторная. 2 дивана, кресло, вот такой пуф большой, посередине палас и еще куча свободного места. Кстати, этот комплект мягкой мебели тоже остается. С этой стороны у нас выделена зона ТВ, тоже с подсветками. И сбоку тоже стоит, кстати, отдельная обувница, мы ее как-то пропустили. И теперь посмотрите вот на эту красоту. Это, конечно же, хозяин это все будет забирать, но, как сказал хозяин, здесь этим антиквариаторам от 80 до 100 лет. То есть он их собирал годами. Вот такая вот красота и такое увлечение у хозяина этой квартиры. Ну а теперь далее идем, и у нас далее выход на балкон. Здесь очень широкий дверной проем, то есть очень широкий выход на балкон. Мне очень нравится здесь двери. Вот такие вот, давайте вот так сделаю, давайте. Вот такие вот раздвижные двери от стены до стены, можно сказать, окна.
Они довольно массивные, тяжелые, но тем не менее очень хорошо двигаются. И москитка тоже здесь есть. Ну а теперь переходим с вами на балкон и сразу же обратите внимание на этот вид. Конечно, волей-неволей, как говорится, все равно, как сюда выходишь, взор сразу падает на этот вид, на бассейн, на море, на пальмы, на ландшафт. Вернемся на балкон, посмотрите, какой он большой, просторный, тоже очень большой балкон, также закрыто джам-остекление имеется, здесь вам и большая качеля, и вот такой вот огромный стол плетеный, и еще с той стороны хозяин сам сделал кофейную зону или чайную зону, можно сказать. Как вы видите, здесь он организовал все под чай и кофе, и розетки даже здесь сюда он завел, и здесь они уже, видимо, чаевничают и кайфуют с кофе. Далее хочу обратить ваше внимание на вот эти вот камни. Это хозяин квартиры сам собственноручно собирал на море. В свой каждый заплыв он приносит по несколько штук этих камушек. И вот так вот декоративно весь балкон отделал этими камушками. Ну и плюс пустил еще цветы. Такой цветок живой, кстати, он не искусственный. По моему мнению, очень даже мило и уютно получилось. Вот такой вот балкон, такая квартира. Кстати, за балконом, посмотрите, какой прекраснейший вид открывается у нас за балконом. Вид на огромнейший бассейн. Видите, как люди прыгают в бассейн, плескаются, загорают. Огромнейший бассейн. С этой стороны у нас взрослый, с той стороны получается детский бассейн. И между ними еще вот такая вот небольшая речка, но туда воду не залили. До моря 20 метров пусть будет, с прекрасным песчаным пляжем, пологим заходом. Конечно же, это район Каргы-Пынары. Здесь очень хорошие пляжи, здесь очень красивая набережная, чистая, ухоженная, с велосипедными дорожками. Поэтому здесь для отдыха самое идеальное место. На этом у меня все. Мы с вами просмотрели квартиру 3+1 в районе Каргы-Пынары, в самом элитном комплексе города Мерсина, можно сказать, потому что это самый дорогой, самый элитный комплекс считается в Мерсине, по крайней мере из того, что я встречала. Насчет квартиры, квартира чистенькая, аккуратненькая, она большая, просторная, огромнейший балкон, который не может любого подкупить любого. Далее огромнейшая территория со своей круглосуточной охраной, очень богатая внутренняя инфраструктура. Здесь свои пекарни есть, здесь можно в своем Усите своя кафешка, где можно заказать еду на дом. При входе в подъезд уже висит меню ресторана, внутреннего ресторана, который будет вам доставлять эту еду на дом. И вот он, кстати, этот ресторан. Чтобы вы понимали, этот бассейн, он заворачивает до сюда. И также, конечно же, прямой выход к морю со своими лежаками, с зонтиками, которые принадлежат только этому комплексу. Я надеюсь, вам понравилась квартира. Не скажу, что она бюджетная или дешевая. Нет, конечно, абсолютно она не бюджетная. Но, тем не менее, мы вам озвучиваем цену, которую хочет хозяин. Я думаю, она достойна вашего внимания. Всем спасибо и до новых встреч!